Привет, друзья! И всем, кто смотрит! Сегодня делюсь с вами одним удачным моим рецептиком. Возможно, кто-то так уже и готовил курицу. Если нет, обязательно попробуйте. Мне было бы очень интересно узнать, что вы готовите из виноградных листьев. Возможно, вы поделитесь своими идеями тоже. Это настолько вкусная и сочная, ароматная курица. Казалось бы, обычная курица, просто в специях приготовленные с виноградными листьями. Ну, еще нужна фольга, конечно. Остальное за тебя сделает духовка, а результат просто бомбический. Единственный недостаток, что на 4 человека мало. У меня сегодня вот такая желтенькая домашняя курица, правда немного пострадавшая от рук, которые общипывали ее. Муж с сыном очень старались и местами перья удалили вместе с кожей, но это не страшно. Для этого мне необходимо специи. Для курицы я использую свои домашние с добавлением паприки, 2 полных чайных ложки с горкой, и сюда же 3 столовых ложки растительного масла, обязательно рафинированного. Перемешиваю. Это получится у нас такая обмазка для курицы ароматная. И сюда к ней я еще добавлю буквально чайную ложечку аджики, которую я готовила из специй. Она очень долго хранится в холодильнике. Если интересно, оставлю ссылки и подсказки, как ее приготовить. Но вы можете использовать свои любимые специи, которые вы любите и которые у вас есть в наличии, конечно же. Сюда же к специям соль по вкусу. На одну тушку курицы столовая ложка такая с горкой, я думаю, будет достаточно. Все хорошо перемешиваю, и теперь осталось только натереть курицу и упаковать. Для этого фольгу, первый слой, получается 3 слоя надо уложить фольги, одну на одну, и посередине еще один слой, 3 слоя. Теперь сверху я уже подготовила листики виноградные, выбирала их самые молодые, которые у меня росли, чистые сухие листья. Можно также использовать и заготовку из листьев или консервированные, или, например, ферментированные. У меня тоже на канале есть видео, они просто хранятся в бутылке без консервации, без ничего. Если интересно, оставлю подсказки. Все, натираю курицу внутри, снаружи. Можно еще и яблоки вовнутрь уложить, но это не обязательно. Все, вот так укладываю и сверху порцию листьев, так, чтобы курица не соприкасалась с фольгой. И плотненько стараюсь завернуть в такой конверт. Дополнительно, чтобы так ничего, соки не выходили и все было герметично, упаковываю еще дополнительно 2-3 слоя фольги. И в таком виде мариную. Минимум на 3 часа. Если есть возможность, оставьте такую курицу на ночь. Будет еще вкуснее. И теперь дальше по истечении 3 часов выпекаю курицу в духовке. Режим конвекция. 200 градусов. Час 20, час 30. Вот так вот. Последние 20 минут надо развернуть фольгу, так, чтобы немножко придать вот такой румяный вид. Вот так вот разворачиваю. Только осторожно, а то очень горячо. И листики немного в сторону. Но листики стараюсь, чтобы были накрыты практически полностью фольгой, чтобы они не обуглились и не превратились в труху. Вот и все, друзья. Такая замечательная, ароматная, сочная курица. И в результате у меня получилось нежнейшее сочное мясо с пропитанными соком и специями виноградными листьями, которые придают свой такой терпковатый вкус. Это непередаваемая вкуснятина. Очень рекомендую попробовать кусочек такого мяса в прикуску с сочными листьями виноградными.
Надеюсь, друзья, что это видео вам пришлось по душе. Если это так, оставляйте свои комментарии. Не забывайте подписываться на мой канал, кто не подписался. Ну а я с вами прощаюсь. Всем пока!